Всем привет! Меня зовут Дарья и мой канал о скрапбукинге. Если вам интересно творчество и в частности направление скрапа, оставайтесь, прекрасно проведем с вами время. У меня 8 июля на дворе и появилось непреодолимое желание с вами поболтать. Поэтому я не стала себе в этом отказывать. Хочу обсудить с вами сразу несколько разных вопросов. Давненько мы не обсуждали с вами соцсети. Начнем, наверное, с «Контакта». В одном из видео я говорила, что у меня появилось подозрение о том, что «Контакт» присылает уведомления на те комментарии, которые пишутся под видео, но это оказалось ошибочно. То есть сам колокольчик изменился, и у меня сейчас он как-то вообще неправильно работает. Постоянное дергание меня в виде уведомлений на непонятно что. Я не понимаю, что произошло. Он меня отсылает на одни и те же комментарии, которые я посмотрела, там, не знаю, день назад. Не понимаю, что в этом отношении у «Контакта» происходит. Изменился у меня со вчера вид моего сообщества. Это в расширенной версии ВК. Чаще я пользуюсь ВК с компьютера, а не с телефона. Изменилась главная страница, скрылись куда-то во вкладке видео, фотографии. На основной странице своей, на личной, тоже вчера заметила изменения, но они почему-то то появились сначала, потом пропали. Скрытые как-то стали друзья, которые в онлайне. Не знаю, либо они эту функцию тестируют, либо они будут вводить ее непонятно для чего. В общем, здесь чуть-чуть меняется, но я не скажу, что меняется все в удобном для нас с вами направлении. Мне лично как не было удобно пользоваться «Контактом», так и сейчас в части комментариев и в части пользования сообществом тоже мне удобств не добавилось. Еще ВКонтакте вижу, что девчонки стали все больше использовать шопсы в своих творческих группах. И мне кажется, что растет качество этих роликов. Я не знаю, либо девчонки проходили какие-то уже обучения, потому что когда я вписывалась в эту программу, напомню, я нажала кнопку, что согласна, меня «Контакт» очень долгое время атаковал, даже и сейчас приходит мне сообщение от «Контакта», мол, возвращайтесь, мы вам все простим, все расскажем, все научим. В общем, контент шопсов становится более качественным, более интересным. YouTube за то время, пока я им не очень интересовалась, сильно поменялся. Добавились новые функции, обещанный искусственный интеллект добавился. Уже появилась дополнительная кнопка, где вы можете поговорить с нейросетью, обсудить с ней волнующие вас вопросы. Я поэкспериментировала, выбрала из предложенных вариантов, чтобы искусственный интеллект проанализировал мой канал, движение на нем за 28 дней. И вот что мне выдала нейросеть. Я вам буду фотографии фоторядом пускать. Посмотрите. Ну, конечно, хвалит со всех сторон. Понятно, что за последний месяц у меня все показатели возросли, потому что до этого я видео снимала прям очень редко. И несколько месяцев у меня вообще на канале не было ни одного видео. Поэтому нейросеть за меня очень сильно радуется. Изменился внешний вид творческой студии. Ушел столбик, где можно было посмотреть дизлайки и лайки. То есть куда-то где-то сейчас это глубоко закопано, и туда, чтобы добраться, очень надо потратить много сил. По-моему, также было уже давным-давно в приложении творческой студии на телефоне. Там лайки и дизлайки не были так видны, как на компьютерной версии. В общем, как-то сравнялись они в этом моменте. Появилась функция при добавлении видео, что можно добавить викторину. Пока не разобралась и не пробовала ее, и не могу понять, это в само видео будет вставка, либо до видео будет викторина. Можно, например, сделать на тему предстоящего видео. Я подписана на такой канал, где, видимо, автор пользуется этой функции, либо это не эта функция. В общем, надо все исследовать. Также в творческой студии появилось много дополнительных вкладок. Ну, вообще, YouTube, конечно, меняется, и мне кажется, становится более современным, возможно, более удобным. В общем, мне эти изменения, в принципе, вроде бы по душе. Хотя не все еще потрогала, пощупала.
Одно из таких интересных изменений — это изменение в монетизации YouTube. Понятно, что оно нас с вами давным-давно уже не касается, но я тут внезапно что-то нажала, нажала на кнопку монетизации, посмотреть, какие условия. И условия достаточно сильно изменились. Теперь, кроме 1000 подписчиков, 4000 просмотров, требуется еще 10 миллионов показов ваших шортсов. Ну, это, конечно, такое себе изменение. Я думаю, что те, кто планировал монетизироваться, ну, в других странах, наверное, девчонки, кто творчеством занимаются, не очень рады этому изменению. Вот я, например, шорты вообще не снимаю и не добавляю. Ну, собственно, опять же, о монетизации моего канала речи и не идет, но просто забавно отслеживать такие изменения. Переходим к маркетплейсам. Я была в длительном отпуске от маркетплейсов. Где-то, наверное, месяца 2 у меня были сняты все товары и на Озоне, и на Валберисе. И Озон вообще, получается, мой склад перенес в архив, потому что месяц на нем не было продаж. Вот так вот приплыли. В общем, это первый раз в моей карьере селлером. Вот, ну что, ситуация в стране у нас меняется, вы не можете это не заметить, и поэтому под эту ситуацию либо подстраиваются, либо пользуются ей и маркетплейсы. Валберис анонсировал уже повышение вновь комиссии, и, насколько мне известно, комиссии будут повышаться в разных категориях на разные проценты, от 4 и до 10, по-моему, процентов, может быть, где-то будет выше. Это касается не только меня как селлера, это касается нас с вами как продавцов и потребителей основных товаров с этих маркетплейсов. То есть нас ждет подорожание. Я думаю, что за Валберисом каким-то образом и подтянется Озон, пока новостей таких не читала, но мне кажется, это тоже будет ожидаемо. Конечно, ситуация неприятная. До отпуска я уже пробовала бороться с повышенными комиссиями тем, что повысила стоимость своих товаров. И заметила такую тенденцию, что люди заказывать их продолжают, но пошли более частые отказы. Что очень-очень неприятно, потому что в своем видео про маркетплейсы я вам подробно рассказывала, что за обратную логистику от всех отказанных товаров платит продавец. Конечно, вас это не особо касается, когда вы что-то покупаете, но вот когда вы с другой стороны находитесь и что-то продаете, это уже прям очень неприятно. И Озон на один момент вогнал меня в долги с тем, что приходили отказы. И одна открытка мне вернулась в таком состоянии, что выставить повторно ее на продажу уже не было никакой возможности. Был замят край, и, конечно, получается, что я ее вывела из продаж и просто на ней потеряла свои деньги. Не знаю, что делать. Вроде бы хочется все бросить, все это дело забросить, но тогда становится непонятно, что делать со своими творческими порывами и желаниями реализации творческих своих способностей, каких-то идей. Куда это все? Хранить дома на полках? Ну, как-то в этом плане очень-очень грустно. Наконец-то мне пришли все отправленные мной отовсюду посылки. Это была последняя. Я совершила набег на шкафы одной из родственниц своих. Набрала себе то, что мне понравилось, и в итоге забыла у нее дома. Поэтому мне было это отправлено из другого города Озоном. И наконец-то я все это получила. По-моему, это, да, все тут вырвано, слава богу, здесь начало было заполнено. В общем, такой журнал. Вообще давно мечтала о том, чтобы такой журнал заполучить. Это классный журнал, где можно писать фамилии, ставить оценки. Раньше, когда в детстве в школу играла, постоянно у меня были такие журналы, я всем двойки ставила. Я была бы очень злым, наверное, учителем. Шучу, конечно, но двоечку поставить прям было мне отрадно. Ну, выглядит, я не знаю, современный, вроде бы, да, 2000 уже какой-то, ну, выглядит совершенно точно так же, как наши журналы из моего детства. Сейчас, наверное, они не используются, да, наверное, все электронные журналы. Для чего, кому вдруг непонятно, все для того, чтобы использовать в джанках. Так, еще один вид классного журнала, тоже такой современненький. Ага, этот уже совсем такой
Совсем-совсем, хоть разодраны, но очень беленькие, беленькие листочки. Ну, ничего, мы умеем состаривать. Так, а он, да, немножечко и шрифт другой. Вот этот уже не похож на тот, что у меня был в школе. Следующее, отжала себе канцелярскую книгу. Посмотрите, с какими листочками. Она практически целая, вся такая состаренная. Вот все, как мы любим. Просто. И еще какая-то книга. Ну вот здесь, кстати, тоже видно, что она какая-то старая, но листочки еще со временем не дожелтели, так скажем. Ну, полежат, пожелтеют, либо можно достарить. Тоже все на раздербан. Вот такой у меня был уловчик материалов для джанков. По покупкам купила металлическую линейку. Вот точно знаю, что по чьей-то рекомендации, по чьей-то ссылке. И, к сожалению, не помню по чьей, потому что лежит в корзине достаточно давно. А тут я подумала, что она лежит, дай-ка я ее куплю. Это металлическая линейка. Девочка, которую видео показывала, очень ее рекламировала. Сказала, она ей нравится. Задумалась я о покупке новой линейки после видео от Юли Митра. По-моему, как умирает скраббукинг, наверное. Может быть, я что-то путаю, но вторая часть. И Юля рассказывала про металлические линейки. Я об этом как-то никогда не задумывалась, что при частом использовании мы срезаем макетным ножом какие-то частички этого металла, и в конце концов линейка перестает быть точной и прямой. Поэтому даже металлические линейки надо с какой-то периодичностью менять, чтобы оставаться в точных параметрах. Вот я об этом не задумывалась. Юля, спасибо тебе. И, наверное, на фоне этого я решила прикупить себе такую линейку. Вот она. Еще не пользовалась. Вот получила ее буквально вчера и показываю. В прошлом видео как-то поленилась делать вырубку и незаслуженно своим вниманием обошла классные ножички. Поэтому взяла себя в руки. Не то, что взяла себя в руки, мне прям очень захотелось все-таки повырубать все, что купила в мятных конвертиках, чтобы посмотреть на эту вырубку. И давайте я вам покажу, вдруг вы не видели. Клевер ножик. Вот так вот выглядит. Вообще я тут сопоставляла. Вроде бы не совсем совпадает, но в натуральные размеры эти конвертики делают, и правда. Так. Рамочка Флора. Немножечко я ее не дорубила, потому что есть несколько вариантов, как это сделать. Здесь я сделала с тиснением, а можно этот круг вырубить и, собственно, сделать ее рамочкой. Я думаю, что если здесь восками пройтись, вообще будут просто наикрутейшие эффекты. Как-то непонятно, почему она мне не понравилась, когда первый раз я ее увидела. Но у меня какое-то бывает запоздалое включение. Вот, например, вот этот нож, он же уже давно, но захотелось мне его почему-то вот только недавно вырубил. Ну, это просто очарование какое-то. И, конечно, я делаю кулинарные книги в первую очередь. Наверное, мне там нужна эта вырубка. Да, ну вообще на самом деле универсальное использование. Тут что-то можно и для дома, и для сада. В общем, да хоть где использовать. Мы с вами умеем. Следующий ножик пижма. Очень классный. Вырубала только сами растения. Там есть еще надписи. Как-то мне вот с маленькими элементами все-таки было лениво возиться. Следующий ножик Светлого мая. Привет. Лавандыши. Кто был в Благовещенске, наверное, поймет отсылку. Вот они. Но на самом деле очень тоненькие. Я не знаю, как эту вырубку клеить. Пока не очень понимаю. В смысле, понимаю, что это будет непросто. Так. Следующий ножик у меня Космеи скромные цветы, который, да, задвоился, да, я вам сказала. Вот такой вот. Вот такой. Ну, сборный, наверное, можно сделать из разных картстоков, повырубать. Вот такой вот цветочек. Еще один, это последний релиз, да, клевер на удачу. Тоже здесь только растения, но очень-очень тоненькие, прям деликатные такие. И клевер, посмотрите, какой. Так, и еще вот эту ленточку. Просто прекрасная ленточка. Очаровалась я ей.
Красотулечка. Так. Следующий ножик фикус на окне. Тут почему-то вот эти не стала вырубать, я не знаю почему. Вот сам фикус. И я поняла, что именно эту вырубку Оля использовала в фотоальбоме, который делали мы на мастер-классе. Вот, узнавать уже стала. Дальше классный нож Примула. Опять же, вырубила только сами растения. Надписи не вырубала. Вот такой вот. Ну, очаровательный. Мне кажется. И здесь еще вот этот именно цветочек как будто в движении. Вот мне всегда нравится, когда есть какая-то динамика. Здесь прямо она передана очень красиво. Вершки и корешки тоже давно я на него смотрела. Не знаю. И вот решилась купить. Тоже классный нож. Ну, использовать я это все буду точно. Ботаническая тема вообще одна из моих самых часто используемых в скрапе, поэтому, конечно, все ножи найдут свое применение. Сейчас будет спойлер. Снимала видео с покупками американскими. Это видео будет после этого видео выпускаться. Но примеры вырубки покажу вам здесь, потому что там не стало. Здесь, раз уж показываю, то тоже купила два ножа от Тима Хольца. Они между собой похожи. И мне кажется, что некоторые травинки пересекаются с теми, которые мы с вами смотрели. И я думаю, что, возможно, один из ножей пойдет в подарок, потому что, ну, мне много этих травинок. Давайте посмотрим, что нам предлагает Тим Хольц. Совершенно я сошла с ума от вида этих ножей. Так, ну вырубка у меня лежит вся в разнобой, то есть непонятно с какого ножика. Так, это вот этот ножик. Ну, конечно, я вам тут скажу, что очень-очень деликатная вырубка. Очень непросто некоторые элементы было доставать. И я не понимаю, как мне их как-то фиксировать, приклеивать. Ну, очень тоненькие. Очень тоненькие. Но красивые, да? Согласитесь? В общем, надо будет помучиться с ними. Просто брала какие-то листочки, никак не обработанные, скраб бумаги. И вот. Какой-то, так, ага, мне все было видно, вот. Какой-то гигантизм прослеживается, да, все такие высокие, на высоких ножках, так интересно. Наверное, поэтому, мой взгляд, это привлекло. Части нету, двух вырубок здесь нету, потому что я применила уже в своей работе, ну, хочу, по крайней мере, применить. Сейчас покажу, как. В общем, вот такой сет ножей. Мне раньше они не попадались, или я не обращала на них внимания, ну, не знаю, ни у кого как-то я их не видела. Ну, в работе, может быть, видела, не знала, что это они. Ну, вот так как-то. По работам очень трудно как-то возвращаться в творчество после такого перерыва, потому что совершенно не помнишь, что ты хотел, какие у тебя задумки были до отпуска. В общем, все переигрывается и настраивается на какую-то новую волну. Приехав домой, получив свободное время для творчества, я решила, что пойду по своему пути, по переработке все-таки бумаги. Я вам показывала в одном из влогов свои заготовки и решила, что как раз сейчас есть время доделать, перевести эти заготовки в какой-то вид. И первым, за что я взялась, это вот такие альбомчики в виде фотоаппарата, очень простенькие, без каких-то наворотов. Здесь решила использовать в обложке микровельвет, прям очень мне понравился. Я на самом деле, кроме хлопка, очень редко какие ткани использую. То ли есть какая-то боязнь использования, ну, наверное, есть, да, какое-то непонятие, как я их, ну, как обложка будет смотреться, хорошо ли мне будет обтягивать эту обложку, ну, есть какие-то такие. Тут решилась уже, думаю, ну чего, он же мне нравится, он очень красивый, надо его использовать. Здесь у меня коллекция с совушками от Декафлоры, насколько я сейчас понимаю. И я из нее делала уже блокноты когда-то, покупала декор, наверное, надо показать. Это от The Crafts.
несколько листов бумаги. Я не знаю, что с этими листочками надо делать, как будто, я не знаю. Они еще пронумерованы как-то. То есть, может, какие-то наслаиваемые композиции. В общем, я не знаю, для чего он предназначен. А4. Вот здесь все элементы показаны. Ну, если... Угу. Да, и картсток, кстати, есть. Ну, как картсток? Очень тоненькая бумага. А декупаж, кстати, написано. В общем, я взяла отсюда элементы, которые мне приглянулись с совушками. И еще у меня были куплены такие наклейки. Но они гигантские. Прям, я не знаю, на такие маленькие. То есть здесь совушка больше самой обложки. Тоже покупала, в блокноте не использовала, потому что забыла про эти покупки тогда. Ну и подумала, что можно сделать сейчас. Какая здесь идея? Фотоаппаратик. Что здесь? Здесь еще буду все это теперь приклеено. В некоторых местах буду шить. Вот она. Вот это растение от Тима Хольца уже в работе. И получается, здесь самую тонкую часть стебелечек я туда спрятала. И не беспокоюсь о том, что она как-то там не приклеится, что трудно приклеивать, потому что она у меня там, ее вообще не видно. Вот в таком исполнении вообще здорово. Здесь у меня будут такие странички, уже они наклеены, обклеены с двух сторон на картоне дополнительном. И хочу сюда разбавить это тежиками, чтобы на тежике тоже можно было разместить какие-то совсем маленькие фотографии. Ну, как-то так. И все для того, чтобы использовать всю бумагу, всю коллекцию. Второй фотоаппаратик из этой же коллекции. Здесь у меня уже хлопок нейтрального цвета. Здесь листик не из Тима Хольца, просто листик, мне кажется, это Агиарт. Тоже несложная композиция, та же схема, тоже все уже проклеено. По сути, прошить обложку, завязок у меня здесь не будет, мне кажется, будет закрываться и так, лежать на кольце на одном, там и там. То есть совершенно простой механизм, без даже переплета. Вот такие у меня простые идеи. Для чего я объясняла вам в предыдущих видео, чтобы как можно быстрее избавиться от большего числа материалов. Ну, я решила для себя, что сделав какие-то простые работы, моя задача будет выполняться быстрее. И еще кругленькие у меня есть такие заготовки. Тоже решила сначала фотоальбомы делать, а потом подумала, что сделаю что-то вроде блокнотиков, ну или совмещенное вместе. Накидана пока на первом композиция, кстати, тоже вырубка от Тима Хольца, и тоже так спрятана, что не надо будет заморачиваться о том, приклеена она или нет. В общем, нашла вариант использования. Вначале вообще в ступоре была, что делать с этой тонкой вырубкой. Здесь композиция, все из травинок в разных видах, высечка, вырубка и заламинированные гербарий. Нашла у себя такую ботаническую тканюшку, вот, повырезала еще кругом такие вырезалки. Эти странички, где обложка коллекции, я буду декорировать. То есть здесь будет не видно вот этих технических документаций. Так придумала, и что даже такие странички использовать. Вот так. И у меня таких получается две заготовки. Здесь композиция еще не готова. Здесь вообще даже не склеена, она просто вот лежит, прикинутая. Мне вроде все нравится. Здесь будут завязки будут. Вот такие ленточки я в тон нашла. Чуть-чуть ярче, но мне кажется, здесь подойдет. То есть творчеством я занимаюсь вполне себе, мне кажется, я вернулась. Присматриваю себе какие-то мероприятия, пока не совместные проекты, возможно, какие-то марафоны или что-то такое легкое. Одно присмотрела, сейчас буду работать в этом направлении. Если буду участвовать, покажу вам, наверное, уже в следующем влоге, а может в этом, пока не знаю. Вот, и хочу в каком-то совместнике таком основательном поучаствовать где-то в августе, в сентябре. В сентябре закончить все совместники, потому что надо будет уже трудиться над новогодними работами, которых я делаю, ну, больше всего, наверное, за год. Это у меня самая распространенная тема, потому что я дарю очень много подарков, и надо будет приступать к их исполнению. У меня сегодня 10 июля.
Поняла, что немножечко недорассказала вам про Озон в прошлом включении. Вот сегодня хочу немножечко поделиться с вами информацией о том, что Озон стал заставлять в наших карточках товаров писать код ТН-ВЭТ. Не особо понимаю, что это, не вникала, но, по-моему, он нужен, когда товары пересекают таможню. Я с таможней не работаю. Как только вышла на Озон, я сразу же написала письмо с запретом продавать мои товары за пределами Российской Федерации. Мне так показалось удобнее, и почитав других селлеров о том, что товар дороже, возврат дороже, ну и вообще как-то куда-то далеко отправлять не хотелось. Не поняла, конечно, какой мне этот код писать. Притом Озон уже написал сообщение, что скоро мои карточки скроют, так как этого кода нет. А на Валбересе вообще было написано, что будут штрафовать, если этих кодов не будет. В общем, заморочилась я этим вопросом, написала в поддержку, описала ситуацию, но оператор сказал, что совсем не важно, продаю я куда-то, не продаю за границу или нет, что все равно этот код нужен, и посоветовала мне, как его поставить. Поставила я эти заветные цифры. В общем, только успеваешь отслеживать какие-то изменения, и внутри такое понимание, что лишь бы тебя где-то штрафовать, там, я не знаю, где-то тебя на чем-то поймать и дополнительные деньги с тебя сгрести. Хочу сегодня вам показать результаты того, что я поделала. Я сделала 2 альбома, очень простеньких, заготовки которых показывала в предыдущих включениях. Подарю, наверное, их сотрудникам на работе, у тех, у кого есть детки, потому что мне кажется, что все-таки более детские эти альбомы получились. Поняла, что делать одно кольцо технически неверное решение, потому что вот посмотрите, вот так вот раскладывается, и альбом не держит, получается, свою форму. Ну вот кругляши, которые буду делать уже с 2 кольцами. А я до этого с одним кольцом, по-моему, ничего не делала. Если делаю блокноты, они у меня форматом опять там вообще 4 кольца, и блоки у меня с 4 кольцами. Вообще, глядя на рисунки, так и не могу понять, какого формата здесь должны быть фотографии в этих альбомах, потому что гамма все-таки, ну, она не детская, согласитесь, какие-то мрачноватые краски, да, веселые картинки есть, но все-таки непонятно, для кого это была сделана коллекция. В общем, предложу сотрудникам, вот даже тут handmade сделала, может быть, кто-то у меня заберет эти изделия. Из каких-то новостей решила все-таки вписаться в какое-то мероприятие, но совместник мне пока не подходит. Увидела в группе «Бережливый скраб» объявление, я не знаю, челлендж, это марафон по 3 конвертам. Необходимо сделать конверты, выбрав один из стилей. Ну, можно во всех 3 делать, 3 работы сделать. И предлагается на выбор американский стиль, фристайл и стиль каз. У меня такая есть особенность, что когда мне надо работу сделать в каком-то определенном стиле, я начинаю теряться и не понимать, что это за стиль и как в нем работать. Не знаю, почему это происходит, потому что не знаю, почему это происходит, когда делаю свои работы, я вообще не задумываюсь, какой это стиль, просто делаю так, как мне велит душа, сердце и мои творческие способности, и все. А тут делить прям четко на какие-то стили мне очень тяжело, хотя примеры я посмотрела на Pinterest и выбрала для себя стиль каз, это чисто и просто, да, clean and simple, если перевести аббревиатуру, расшифровать аббревиатуру. Никогда ничего не делала в этом стиле. Мне кажется, что здесь большую роль играют штампы, и вот решилась я поштамповать. У меня уже есть идея, с чем я хочу поработать. Так как группа «Бережливый скраб», то надо использовать что-то старенькое или то, что лежало, возможно, так. Этот листочек у меня, который будет последующим конвертом, лежал у меня давным-давно и был подарен кем-то из девчонок. Вот хочу что-то такое сделать веселенькое с этими инопланетяшками. Идея уже в голове есть, вот не знаю только, как это будет у меня получаться.
Конечно, бы еще с фоном поработать, но я сейчас не возьмусь, потому что, ну, навыков нет. Когда готовилась к этому штампованию, поняла, что у меня маленькая подушечка архивалов померла. Не знала, что это случится так быстро, 3 года, по-моему. Наверное, можно заправить, я не знаю. Но у меня была запасная, такая большая, я ее открыла, она свежая, новенькая, и проверила, она печатает хорошо. Ну, я вообще зову вас понаблюдать за этим процессом, если вам интересны мои мучения. А мучиться я буду точно. Вот, и давайте начнем. Что-то самой смешно. Вот мой такой первый опыт. Да, надпись добавила, а ты в своей тарелке. Получается, что тут не в своей тарелке, что ли, инопланетяшка. Просто и чисто это на самом деле издевка какая-то. Может быть чисто, но вообще ни разу не просто. Еще тренировалась за кадром, делала вот такой конвертик. Здесь как раз таки штампы, еще штемпельная подушка, то есть старая. Использовала здесь как раз таки этот бережливый скраб, это вырезалки из коллекции. Вы пробовали Дюшес, который привезла из Благовещенска. И вот тут уже такой вариантик. Ну как вам? Пишите. Считаете, справилась здесь с поставленной задачей? Это стиль КАС? Да ведь? Вот такой конвертик у меня будет. Конвертики мне пригодятся. Я в них складываю какие-нибудь подарочные штуки, когда девчонкам отправляю что-то в подарочки. Вот такое у меня включение. Перелистываем календарь. 13 июля на дворе. И я разместила фотографии в этом фотоальбоме. Некоторые приемчики подсмотрела у Наташи Повторихиной, честно признаюсь, видео. Она сказала, что ей пришла замечательная идея в голову при размещении фотографий добавлять оставшийся от МК декор. И я кое-где сделала так же. Посмотрели фотоальбом. Увлеклась я, конечно, приклеиванием, приклеила все, что можно. И тот, кто прострачивал, мне тоже увлекся, видимо, и тоже сделал много строчек. Пришлось думать, как некоторые фотографии размещать. Вот здесь вышла из положения так, что из себя сделала высечку. Потому что целая фотография, которая у меня была подготовлена, она здесь закрывала весь красивый декор. Так получилось интересно. И здесь муслины тоже не помещались, закрывали надпись, закрывали вот этот цветочек. Сделала из нас высечку, и все отлично получилось. Вот так поработала с этим фотоальбомом. Все, возвращается он у меня полностью доделанный на полку вдохновения. Показываю вам одну полезную штуку. Надеюсь, пригодится тем, кто делает лесные, может быть, ботанические джанки. И надо узнать, не знаю, растение, гриб,
птичку сфотографировать, узнать, что за птичка. Смотрите, есть приложение в телефоне, это мой старый телефон, на нем буду показывать. Называется DeepSeek, это искусственный интеллект, ну, нейросеть. Искусственный интеллект, как говорят, некорректно называть. Он бесплатный, качается с Google Play и работает у нас в стране. Заходим в это приложение, переходим в режим распознавания и загружаем заранее заготовленную фотографию, что хотите узнать, что на ней изображено. Я дома пофотографировала вновь распустившуюся фиалку, и вот сейчас проверим, распознает он мне или нет. Так, напишу ему, что это, и смотрим. Да. Он мне написал, что это синополио, в народе чаще называется фиалка. Все правильно угадал. Выглядит тра-та-та. Даже расписал, как поливать, любит свет или нет, какой грунт. И смотрите, на одном из нижних листочков, слева рядом с цветком, я заметила крошечную красную точку. Это может быть паутинный клещик или просто частичка грунта. Для профилактики осматривать нижнюю сторону листьев. Представляете, как полезно? Вот такая штука, я точно ей буду пользоваться. Пригодится в быту. Начинают у меня мозги потихоньку работать, как нейронку можно применять в своей жизни, облегчая какие-то задачи. И вот одно из решений мне пришло в голову. Ну, не буду ходить вокруг да около. Вчера, 12 июля, я съездила в Великий Новгород. Там состоялась первая творческая встреча. Ну, не первая творческая, но, наверное, первая междугородняя, так скажем, да, всероссийская творческая встреча в Великом Новгороде. Организатором основным была Таня Ануфриева, и ей помогали девочки. Это Лида и еще. Приехали в Великий Новгород, идем на место встречи. Это Оксана передает вам всем привет. Вот все с чемоданами, я одна налегке. Вот принципиально решила ничего с собой не везти. Бодренько иду. Вот такие у нас новости. Девчонки нам организовали шикарную экскурсию и поход в ресторан, где мы смогли пообщаться, поболтать, посмотреть чьи-то работы, поделиться нужностями, подарить друг другу подарки и получить подарки от спонсоров в свою очередь. Сегодня я шла на работу и думала о том, что же все-таки так нас манит и привлекает в этих встречах, что хочется все бросить и поехать, как только узнаешь, что девчонки где-то собираются встречаться. Подумала я так, что эти встречи – возможность, наверное, побыть самой собой, просто подурачиться. Точно? Посмотри, такие. Давай вместе. Отложить какие-то бытовые проблемы и вопросы. Я уверена, что у всех, кто вот сейчас меня смотрит, да, у экранов, телевизоров, мониторов, а больше всего телефонов, наверняка у вас, если оглянуться за спиной, множество каких-то вопросов, проблем. Кто-то вообще тащит какой-то крест, да, и мне кажется, что встреча – это возможность переключиться, отключиться и почувствовать себя просто действительно самой собой, той маленькой девочкой Дашей, которая когда-то мечтала стать журналистом, но побоялась поступить на факультет журналистики. Вот скраповые встречи предлагают мне реализоваться и в таком направлении, о котором я когда-то мечтала. Это я вас подвожу к тому, что у меня с сегодняшнего влога начинается новая рубрика. Это что-то вроде мини-интервью со скрапером. Очень прямо мини. Подбираю там 3-4 вопроса, на которые жду ответы в коротком формате. У меня уже есть первая гостья. Всем привет! Сегодня у нас новая рубрика на моем канале «Интервью со скрапушкой». Мы находимся в Великом Новгороде, сидим в кафе. И хочу вас познакомить или еще раз открыть с какой-то стороны с человеком, который сидит напротив меня. Представься, расскажи себе, сколько в скрапе. Меня зовут Таня Ануфриева. Я в скрапе 4 года. Вот в июне было как раз, как я начала скрапить.
Но был заход когда-то там давно, в 16 году, но я бросала новую. Я люблю скрапить альбомы с фотографиями особенно, блокноты. Это все я люблю скрапить. Такой вопрос, интересующий многих в последнее время. Твое отношение к искусственному интеллекту в скрапбукинге? Скорее настороженнее. Мне нравится, как нейронка рисует фоны для бумаги, но вырезалки мне не нравятся. Их как ни причесывай, их видно. Мне не нравится. То есть бумагу покупать не покупаешь такое? Нет, скорее всего, я не куплю такую бумагу. Какой у тебя любимый производитель вообще? Любых скраповых бумаги, не бумаги, просто. Мимика? Что тебе не нравится в скрапе? В скрапе мне не нравится, что сколько бы ты ни купил, надо купить еще, еще и еще. И потом это где-то надо хранить, и ты потом забываешь, что ты вот это покупал, и ты копаешься. Или бывает ситуация наоборот, когда ты думаешь, что у тебя что-то есть, ты это ищешь, и ты понимаешь, что ты это еще не покупал. Знакомая, конечно, ситуация. Ну, еще такой вопрос заключительный. Мы сидим с тобой в кафе, да, и представь, что напротив нас идет Тим Хольц. Вот что бы ты ему сказала? Одну фразу. Thank you. Ну, на этом скажем нашим зрителям пока. Приходите еще. Конечно, думаю, эта рубрика будет у меня трансформироваться. Буду как-то нащупывать ее формат, буду пробовать какие-то разные фишки. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, понравилась вам эта новая рубрика или нет. И я еще хочу ввести один из вопросов. Это вопрос от зрителей. Вот если у вас есть какой-то каверзный вопрос или вопрос, который может скрапушку поставить в тупик или заставит о чем-то задуматься, пишите вот такие свои интересные вопросы в комментарии под этим видео, и вполне возможно ваш вопрос прозвучит в каком-нибудь из следующих интервью. Кроме взятия интервью, как я вам уже в анонсе сказала, у нас была шикарная экскурсия. Великий Новгород пропитан историей. Историей нашей, конечно, страны. Девочки организовали нам экскурсию с полным погружением в какую-то такую прошлую атмосферу. Сначала у нас был интерактив. Мы главного боярина называем посадник, а со мной чуток покуролесим. Буду проверять, есть ли среди вас купцы. Куролесить-то любите? Очень. Очень. Научу по-новгородски куролесить. Но сначала выясню, откуда путь держите, с каких краев пожаловали. Санкт-Петербург. А, соседушки наши. Я гляжу, встать-то как на вече становимся по-новгородски. Как до нас добирались-то? На колеснице, на телеге или своим ходом бежали? Своим ходом бежали. Много лаптей-то стоптали? Много. И сколько пар? 28. 28? Хорошие лапти. Молодца, что добежали. Первый раз или бывал кто в Новиграде? Бывали. Все бывали. Молодца, что дорогу не забыли. Меня-то звать Марья, я дочь купца новгородского. Здрав будьте, низкий вам поклон. А чё, колы проглотивши-то стоите-то? Ну давайте-ка научим всех здоровкаться по-нашему, по-новгородски. Чтобы в Новгороде поздороваться, нужно припучиться. Руки в боки упирайте. Носы так кверху задерите. Ой, ну сразу, блин, ты боярыня-то. А теперь хором кричим, здравы будьте. Здравы будьте! И низко кланяемся. Ой, спина. Садитесь, наверх палки Первые глядите. тренировались, а мы... Да не серчайте. Наверх палки глядите, и ветер даже страшен не будет. Калечина, малечина, сколько часов древесина отпускай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, в стороночку. Еще и полбу надавали. Бояры. А затем экскурсию у нас провел мужчина-посадник в каком-то историческом одеянии. И это было, конечно, очень необычно, непривычно, атмосферно и интересно. Название у крепости, а может вы слыхали какое? Детинец, правильно, друзья. Почему такое название? А вот и вовсе не от детей, а от старинного выражения «детское место», что означает серединочка. Если крепость стоит в середине города, значит она детинец. Детинцы были во многих городах Руси. Был свой детинец в Смоленске, был свой детинец в Киеве, был красивый детинец во Владимире на реке Клязьма, но они давно порушились. Во Владимире от детинца вы увидите сейчас
только одни золотые ворота. А наш детинец вот так и стоит. И это самая старая крепость в России и одна из старейших крепостей в Европе, которая сохранилась целиком. А была она построена еще в 1044 году. В 5 часам вечера придут звонари и грохнут их. А то привозите сюда отроков, отроковиц, им за бесплатно на Пасху дадут погудеть. Вот этот подвесит на подпорах стоит. Так еще бы, вы заметили, видно вам вот оттуда, у него нету ушей. На что подвесить? Видите, оборваны, да? Нет, друзья, у него внутри языка, который поет. А куда же он потерял уши и язык? Когда гитлеровцы напали на Новгород, колокола решили от них увезти, но не успели. Тогда их не затопили и не закопали, как краеведы сказки поют. Их откатили к берегу Волхова, а рядом саперы взорвали фугас. Их песком забросили, а в яму от фугаса вкатили этот большой. Его называют праздничным, и сверху прикрыли песком. А когда немцев выгнали, давай их обратно тащить. После экскурсии мы посетили магазин сувениров. Абсолютно классно, меня полностью удовлетворил, потому что большое разнообразие представленных товаров было. И ручная работа, и магниты, и какие-то деревянные фигурки, и фарфоровые фигурки. Я, конечно, не удержалась, купила сувениры, и первое, на что у меня упал взгляд, это были, конечно, игрушки елочные. Я вам уже как-то с вами делилась своими хотелками, что хочу все игрушки на елке самые-самые обычные заменить на какие-то игрушки ручной работы или какие-то необычные игрушки. Вот первого, кого я схватила, это вот такого птица. Какой он милашный. Вообще, он деревянный. И после того, как я его взяла, все тоже захотели такого птенчика, но, к сожалению, такой игрушки больше не было. Эта игрушка тоже деревянная, стояла где-то рядом с птенцами. Понравилась мне, потому что здесь так жель, да, ведь? Я, наверное, я не ошибаюсь, поправьте меня, если что. И следующая игрушка, мимо которой я не могла пройти, она в виде конфетки. Написано «Благополучие», и что-то тоже мне детство напоминает, и советское время. Благополучную такую веревочку здесь отстригла вместе с этикеткой, вместе с ценником. Ну ничего, найду, у меня есть такие запасные штуки, подцеплю, и к Новому году она у меня будет готова. Вот такие у меня покупочки. Очень рада всех вас видеть. Меня зовут Таня Ануфриева. Вдруг кто-то не знает. И вот так маленькими шажочками получается, что мой скрабовый мир, он растет. Я иду, и мир растет. Я рада, что вы все сегодня приехали, кто смог, кто и местный, кто не местный. Поэтому, что мне еще сказать? В июне было 4 года, как я непрерывно скраблю. Я, наверное, самая юная здесь. Кто меньше меня скраблит? Я. И ты меньше? У меня 2 года будет. О, молодец. У меня тоже, наверное, где-то пару лет. Ну, я так мало. Здесь ключевой непрерывно. Непрерывно, да. Очень мне приятно, что скраб мне вас подарил. Дружбу с вами, отношения вот эти. Люблю. Вот сердечко мое кривое, как я всегда говорю. Сейчас же можно. Все, достаточно, заканчиваем. Спасибо. Кому не надо, поднимите руку. Все надо, все продала. И такая подводка была, конечно. Так, Как еще разрекламировать наполнитель лотков? вот это вот эти вот белые шарики и пакет, и вот это вот прозрачный силикагель. Но я не знаю, как он себя поведет. Вот Смотрим подарки от девочек. Так, здесь не подписано, и я вот... Так, нет, я помню, потому что здесь твинчик. Я уже разворачивала, конечно, на встрече, посмотрела. Подарила этот подарочек всем Айрон, Аня, если кто ее не знает. Это твинчик. То есть это мини-форма. От слова инч, инч это дюйм. А твинч это значит 2 дюйма.
Вот я так поняла объяснение Ани. Я о таком обозначении вообще не знала. В моем обиходе такого слова не было. Вот теперь, благодаря Ане, я это знаю. Но тут вообще не знаю. На 2 дюймах разместить какую-то композицию для меня, наверное, будет сложно. Еще в пакетике лежат разные нужности, мелочушки, подвески и бусинки, которые, кстати, я очень часто использую в своих работах. Рыбка от Оленьки Хельги. Оля шьет еще игрушки, занимается скрапом, в общем, рукодельница и мастерица на все руки. Таких рыбок она подарила всем. Не знаю, куда посмотрю, куда ее можно подвесить. К сожалению, не помню, кто это давал. Я еще помню, что подумала, что это наклейка, но это не наклейка. Скрап встречи Великий Новгород. Дизайн создала. Я только сейчас вижу, что здесь линейка, ножницы и ножик. И вот не помню, хоть убейте, не помню, кто мне дал. Это я выиграла в розыгрыше подарков от Любы Мышковой. Очень хотела от нее какой-нибудь презентик, и вот получила. Здесь чай нам всем подарила Наталья Севастьянова. Это ее авторский чай. Сказала она, что это антиоксиданты. Здесь у нас будем бодры и энергичные, если будем если попьем этого чайку. Кстати, можно заварить. Здесь я подписала от Ани. От Ани. Аня из Екатеринбурга. И она родилась в Екатеринбурге, так они проживают в Питере. И она была с дочкой и с внучкой на этой встрече. Здесь подарки, упаковка здесь с чаем, я так думаю. И здесь Данила Мастер и камень цветок. Грани уральского мастерства. Все наше, конечно, местное. Послание Вселенной. Обязательно открою, прочитаю. Здесь высечки, мне кажется, от Нади Солнцевой. И маленький ножик от Scrap Friend. Такой интересный, забавный, мне кажется, детский. Тут обезьяне мордочки, тут слоник. Мне очень трудно на самом деле с такими мелкими формами работать. Я частенько ною вам видео о том, что у меня здоровые руки. Они не предназначены для того, чтобы такие мелкие детали держать. И, кстати, вспоминаю, что можно моими здоровенными руками все-таки пинцетом пользоваться. Да ведь? Так можно решить вопрос. Следующая открытка от Мимикада. Она не пережила поездку, не знаю, что с ней случилось. Электричка как-то очень плохо на нее повлияла. Всем выдавались такие открыточки. Мы писали пожелания человеку, который сидел слева от вас. Я писала Любе, а мне написала Аня Буракова. Аня мне написала очень приятное послание, но очень личное. Я не буду вам его читать. Би-би-би. Подарок от Тани, и не только от Тани, а от девочек-организаторов. То есть от тех, кто проживает в Великом Новгороде. Посмотрите, даже штампик тут с Великим Новгородом. Я не распечатала его на встрече, хотя меня заставляли, но я держалась. Так, здесь ножик с буковкой О от Мимикада. Да, у меня уже коллекция маленькая собирается. И альбомчик, заготовка. У меня сейчас альбомчиков, сейчас дойдем до этого. Здесь можно разместить фотографии со встречи, со вчерашней. Сделать какие-то записи, например, написать, кто был, да. Девчонки просили каждую своим почерком в других вот таких изделиях подписать, кто мы. Вот медведик. Кстати, фотографировалась с медведем. Как интересно. Очень интересно. Да. Обязательно заполню. У меня пустым тоже не будет лежать. И покажу, когда это сделаю. Это меморабилия. Господи, даже выговорить это слово не могу. Айрон, по-моему, всех снабдила, мне кажется. Всем раздала. Я с собой взяла. Вполне возможно, какие-то элементы пойдут для оформления этого блокнота. Что показывает телевизор? Нет, надо антонимы. Вот антоним тут одного слова ключевого. Вот есть одно слово подсказочное «что», и от него «что» показывает, а там другое слово. Вот показываем, а мы можем не показывать. Если не показываем, то что мы делаем? Смотреть, слушать. Наоборот, мы прячем. О чем молчит? Вот мы показываем все. Вот, Что спрятано. ну, это
Кто скрывает шкаф? Кто скрывает шкаф, да? Так. Какой нож? В смысле нож? Конфеты хрупаете. Давай вот эти. Из Перми. Это нет, это конфеты из Выборга. Это вот так. Тут. Конфетки. Так, Я вот говорю, так же какая. давай. Я написала после последней встречи. Я сделаю. Попозже. Я знаю. Да, машинка прям к антуражу подходит. Дальше у нас идут подарки от Скрапмании. Мне достался ножик. Это в розыгрыше, да, по-моему, было? Да, это был розыгрыш. Такой ножик достался. Всем подарили, а кому-то даже не по одному набору вырезалок. Давайте быстренько посмотрим, что мне досталось. Стальное сердце, суккуленты. Есть у меня такая коллекция. Мне кажется, я даже делала открытку, применяя элементы. Летние бабочки, недавно мне это попадалось, смотрели. Здесь банная. Ну, конечно, девчушечки полуголые меня немножечко удивили. Так, сладкая девочка. Багряный винтаж. Здесь вот хозяйка Медной горы. Вот она, змейка, вот она в красавицу превращается. Тоже уральские сказы, да, Бажова. Билетики из коллекции в краю белых тигров. Кстати, мне она досталась в подарок в розыгрыше. Тоже посмотрим. Это скорость без границ, даже узнаю. Это затерянная среди роз. Ну, здесь такая явная нейросеть, что я не знаю. Набор часов из грибного лукошка. У меня есть такой набор. Использую эти часы. И обратная сторона. Летняя деревня рыбалка. Интересно, не видела ни набор, ни вырезалок. Сезон ромашек, часики тоже есть такие вырезалки. Свадебное торжество, часики таких нет. Но часики обожаю, применяю. Я думаю, вы тут смотрите, да, обратную сторону. На лесной опушке. Тропический рай. Ускоряюсь, потому что у меня темнеет за окном, вечер уже. Звездная незнакомка. Темнеет, а хочется показать все. Эхо прошлого, ботанические истории, плюшевые малыши. Господи, день свадьбы, старый архив, заповедник. Я не ожидала, что их так много. Лукоморье, ребята с нашего двора, Алиса и Чеширский кот, элементарно Ватсон, супер бабушка. Это неизвестно, а нет, известно. Кибердети в стране будущего. Прикольно. Радость победы, день рождения марки. Посмотрели. Немножко растерялась, получив в подарок эту коллекцию. Тоже рандомно она мне досталась. 12 листов 20 на 20. Как-то название тигры меня смутили сразу же, но на самом деле, разглядев, я поняла, что все мои опасения как бы беспочвены, потому что здесь есть совершенно шикарные принты, которые к тиграм отношения не имеют. Вот здесь вообще сразу же фон на открытку, может быть, даже свадебную. Здесь нейтральный фон. Здесь есть ламы, которые мне не особо нужны, но здесь такой фон. Здесь тоже, правда, цветочки с ламами, но здесь шикарно. То есть, посмотрев эту коллекцию, я вообще рада, что производитель, дизайнер тоже, точнее сказать, предоставляет возможность использовать эту бумагу по любому назначению, располагая на обратной стороне просто фоновый принт. Ну, вырезалки, конечно, маленькие, тут фон. Тут тоже, конечно, малипусечная, но тут фон. Ну, вообще шикарно, я считаю. Огромное спасибо Скрапмании за их отзывчивость, за то, что они участвуют практически во всех мероприятиях. И каждый свой поход куда-то я получаю какой-либо подарок от Скрапмании. Это очень ценно. Спасибо. Ну, конечно, мы не можем без раздачи материалов. Взяла 2 книжки, раздавала Аня, это упаковочки от чая, тоже на тему Екатеринбурга, это озеро Шарташ. Здесь тоже в стиле хозяйки Медной горы оформлено. Катя раздавала чудесную пленку. Это настоящий какой-то фильм, но вот мне тут в кадрах какой-то мужик достался, я не знаю, вам видно? Да, вам видно, я не знаю. Что-то уже немножко страшновато. Здесь какая-то бумага для джанков. Здесь шишибрики намотаны.
Здесь Катя же нам, Катя живет в Череповце и привезла такие дары, химическое производство, у нее подружка где-то работает, это силикагель, это какие-то камешки, которые должны заиграть новыми красками в наших работах. Для микс-медиа, мне кажется, вообще подойдет. Это мой номерок для розыгрыша, представляете, как заморочились, какая красивая работа. Катя же раздавала такие блоки со словарем, закладки Iron. Признавайся, ты не ты, я уже подзабыла. А Великий Новгород — это девочек, организаторов, и перфа карты. И материалы тоже. А со встречи с прошлой у меня был пакетик. Я из него там, я даже нашла. Это что у нас? Не знаю. Блюдо, такие блюда, по-моему. У меня наборчик из микро. Какие-то штуки. Ой, это как перфокарты на ощупь. Но это не перфокарты, тут же циферок нету. Какие-то интересные штучки. Перфорированные карты. Да. Это тоже перфокарты, только они другие. Интересно. Да, для другого агрегата. Я такие не видела ни разу. Конечно, самое неожиданное для меня это были подарки точечные от девочек. Первое мне подарила Аня Буракова. Она сказала, что смотрит мои влоги и видит мои мучения с фотоальбомами и решила мне немножечко помочь в этом вопросе. И сделала для меня фотоальбом специально для того, чтобы я оформила фотографии с повестки на скраповую встречу Благовещенск и Китай. Представляете? Я вообще, конечно, растрогалась от такого внимания. И даже сейчас немного трудно подобрать слова, потому что не могу словами выразить какие-то все эмоции, которые меня настигли и в тот момент, и в получении в подарок следующего альбома. И вот давайте посмотрим. Здесь, мне кажется, фотоальбом блокнотик. Тканюшечка такая, какая-то знакомая, что мне показалось, что я где-то видела у Ани. Ну, на самом деле, она делала это совсем недавно. Видеть я это нигде не могла. Но тканюшечку у кого-то видела. Шикарная вырубка, минималистичная обложка, очень прочная. Вот это все, как я люблю. Корешок в другом цвете выполнен, да, в гамме. И работа handmade, ручная работа, да. И поехали. Здесь на кольцах тоже давно мечтаю сделать работу на кольцевом механизме, что-то вроде дневника. Вот, может быть, у меня здесь получится, кстати, реализовать свою задумку. Кармашки. И здесь оформленные разделители. Добавлять можно свои листочки любого, не любого формата опять, ну, любого вида, я хотела сказать. Можно скраб-бумагу свою добавить. Притом я вижу тут знакомые коллекции. Можно добавить какие-то листочки простые для записей. В общем, Аня дала мне какое-то основание для моей работы, а я уже буду двигаться дальше. Вот видите, Благовещенск. Такими буковками красивыми написано. Здесь Китай. Это Даша с чемоданом. Даша путешественница. Все помнят, да, что я там купила китайскую сумку? Вот, самолетики. Ну, вообще классно, задорно, по-летнему ярко. Прям супер. И мне кажется, что у меня фотографии будут вообще похожи. Я найду под эту гамму и под эту найду. Будь счастлив. А вот Be Bright я не знаю, что такое. Надеюсь, это что-то приличное. Здесь такой цитатный элементик. Дальше блок из листочков. Они, хотела сказать, сейчас скажу, это не акварелька, но какая-то плотный такой картон. Здесь просто украшено такими наклеечками. Тоже для записи, для фотографий. Вот как я захочу. Мне Аня сказала, что я могу делать, что хочу. А здесь кармашек, в котором можно, кстати, меморабилию из поездочки и сложить. Ага, открыла, закрыла неправильно. Вот. Представляете? Вообще все продумано. И на обратной стороне еще один кармашек. Представляете, как мне увлекательно будет в следующие месяцы заниматься заполнением подаренных блокнотиков. Только что мини-блокнот посмотрели. Посмотрели такой блокнот. И, конечно, поразил меня альбом от Танечки Ануфриевой. Я не понимала намеков. Я видела, что Таня делала работу, часть показывала. Не, я не понимала, что там мне. Честно. И для меня это было очень неожиданно и приятно. Все было упаковано, просто будь. Да, и написано, что Таня создавала этот альбом, думая обо мне и о моей поездке на Кубу.
Вот так вот. И вообще такое удивление, да, вот никто мне фотоальбомов не дарил 4 года. Тут в один день сразу же 2 скрапушки мне подарили фотоальбома. Это вот закон парных случаев. Как тогда, я уже сегодня вспоминала, девочкам в чате писала, что однажды 2 подружки, Лена Ранга и Наташа Повторихина, мне в один год прислали адвент-календари к Новому году. Тоже как так? Обе в раз. И тут точно такое же. Называется фотоальбом «Обо мне». Здесь разные вырезалки, мне кажется, это Polkadot. Да, а вообще в основе бумага Фрида, насколько я вижу. Я так ее сильно хотела в начале своего скрапа. Я почему-то ее не боялась, хотя сейчас я безумно боюсь эту бумагу. Мне она кажется сложной. Я вот не знаю, как бы я... И что бы я с ней сделала, если бы я купила. Так и не решилась я ее купить. Высечки от Нади Солнцевой. И, конечно же, это вырубка Мимикат. Кстати, это же буковка О. Это буковка О, которую нам Мимикат подарил на встрече. Вот, вырубку можно сразу посмотреть. Здорово. Таня показывала уже обзор. Таня ждала, конечно, когда пройдет этот день. Загрузила влог. Я смотрела в дороге, ехала в электричке и всю дорогу улыбалась, потому что мне так было интересно. И Таня так рассказывала, вот тут вложение. Ну, мы же все догадаемся, мы же скраперы. Я думаю, блин, а догадалась бы я, если Таня не показала, что это вложение. Нет, я бы, наверное, порылась везде. Но не всегда же знаешь, где что отходит, а где предмет декора. Так что хорошо, что Таня сделала обзор. Здесь гамма такая насыщенная. Цвета, мне кажется, подходят для Кубы. Мексику мне еще тоже напоминает, да, по-моему, Фрида из Мексики. Или, ну, испаноговорящая, это точно помню. Ну, в общем, напоминает мне вот эти южные страны. И здесь надо будет сесть и вдумчиво уже прям подобрать фотографии, чтобы каждая фотография подошла на свою сторону. Найдется у меня и в таких оттенках, и природа у меня в таких красках, поярче даже у меня есть цветы, и в таких оттенках. Я сама старалась какие-то футболки яркие покупать, потому что Куба — это страна яркая, с яркими красками. И с такими винтажными, да, здесь. Это меня сразу отсылает к ретро-машинам, на которых я каталась. То есть вот я сейчас смотрю, и у меня идут сразу же ассоциации и воспоминания. Да, вот так. Тут надо будет подольше. Тут надо, конечно, сесть. Фотографий с Кубы очень много. Надо повыбирать, формат выбрать и напечатать. С распечатыванием у меня проблем нету. У меня дома принтер. Вообще, быть собой, да. Есть принтер специально для печатания фотографий. И, конечно же, я, Таня, все оформлю, ты даже не сомневайся. Не оглядывайся назад, твори. Ну, почему? Иногда можно оглянуться. Я же сейчас оглянулась назад, на Кубу посмотрела. Ну, шкафчик от Мимикана. Тоже кармашек тут, калька. И какой он приятный, он такой бархатный на ощупь, с отступом. Открывается шикарно, не требует завязок. Ну, вообще идеальная конструкция. Конечно, я еще буду разглядывать, как он сделан. Девочки, вот такая у меня была поездка вообще одного дня, но она мне столько эмоций и столько заряда опять придала, что я сегодня весь день на каком-то тоже опять кураже хожу. Мне так хорошо внутри, так тепло, так мы классное время провели, с кем-то побольше познакомились, да, с кем-то вообще первый раз увиделись. Опять же, я считаю, нам было комфортно. Все, я буду заканчивать этот влог, такой довольно-таки насыщенный у меня получился и эмоциями, и работами, и всем с вами поделилась. До скорых встреч. Спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы подписываетесь. Вот со вчерашнего дня вместо 52 подписчиков у меня стало 54. Спасибо вам большое, обнимаю. Меня смотрят 52 человека. Но если там будете вы, все просмотрят на всем 50 человек. А что, уже отписалось двое, что ли, от меня? Я смотрю. 52 было.